Большой, гибкий, эластичный дисплей, интересный и необычный дизайн, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, встроенный GPS, а также мониторинг сна, возможность прослушивания музыки через наушники от часов, неплохая автономность плюс доступное приложение, стабильное подключение с телефоном, моментальные уведомления и точный анализ сна. Помимо этого, что немаловажно, это защищенный корпус от воды и неубиваемые материалы. Сейчас все расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрый обзор и долгие стримы. На канале много конкурсов, в том числе 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно все условия всех конкурсов всегда в описании. И сегодня я расскажу вам о часах, которые я умудрился купить за 5200 рублей. Потому что 11.11 был великолепный промокод Crazy. 3000 от 8, это было на Али, 2 дня он, получается, работал. Так, в итоге эти часы стоили 8. Я их планировал даже за 8 купить во время распродажи, но ждал, все-таки дождался. Называются они Nubia Watch. За какой ценник их продавали в начале, я даже оглашать не собираюсь, потому что вы сами видите, что по большому счету, даже за одну только упаковку, она здесь не божественная, я бы больше, наверное, 1010 однозначно не заплатил. Что мы видим сразу, что эти часы могут? Они могут, разумеется, отслеживать вашу спортивную активность, они не боятся воды, в них есть Bluetooth, HD-экран на 4 дюйма, вроде бы гнущийся дисплей, но это мы сейчас проверим. Черные, 1 гигабайт оперативки, 8 гигабайт внутренней памяти, Nubia Watch. Напоминаю, что Nubia, как я знаю, это ZTE, возможно, кто-то кого-то уже купил, и это уже совсем не ZTE. Супер брендом А-классы это не назовешь, но все-таки они впереди в каких-то вопросах. Очень приличный запах химии. Хотя внешне часы выглядят, как будто пахнуть они не должны. Очень приличная упаковочка. Мне нравится, когда столько всяких коробок. Максимально дешманский запасной ремешок. Один. И я надеюсь, что где-то есть второй. Может быть, во второй коробочке? Надежда умирает последней, как говорится. Есть гарантийный талон, который нам не понадобится однозначно. И есть какая-то инструкция. Но она может уже понадобиться, потому что здесь, разумеется, есть QR-код для подключения. Инструкция на английском языке, что очень сильно радует. Из спеков здесь интересного ничего нет. Здесь есть самое главное, каким образом их надо заряжать. Площадочка, которая сейчас уже выпала. Все, площадку мы увидели. Я не совсем понимаю, что они сделали с ремешком. Почему он только один? Возможно, это просто замена. Да, скорее всего, это замена штатного ремешка, чтобы он стал длиннее. Вдруг у вас запястье шире, чем у стандартного ремешка. Распаковываем все это дело. Ремешок, кстати, тактильно приятнее, чем он выглядит. Очень топорная штука, очень интересно выглядит. Что у нас с платформой? Платформа быстро и просто примагничивается. У платформы, что ничего удивительного, микро-USB на часах за десяточку. И все это дело нужно будет подключать, скорее всего, к USB-A. Да, все правильно. Довольно длинные часы, довольно увесистые, круто экран, реально flexible. 99 граммов. Ремешок быстросъемный, 39 миллиметров в ширину, высота с экраном, если сжать максимум, 62 миллиметра, 14 миллиметров. Примерю их рядом с Apple Watch. Опять же напоминаю, что у меня запястье узкое, 17 сантиметров, поэтому, скорее всего, данные часы будут довольно смешно выглядеть. Нет, ремешка хватает. Ремешок, кстати, еще раз повторяю, что быстросъемный, но довольно странный. Давайте мы его размер узнаем. 27 миллиметров. Очень странно. По ширине будет проблема купить что-то подобное. Вот так это дело будет выглядеть на руке. Не знаю, как быстро они разобьются, в ролике обязательно узнаете. Первое впечатление, если честно, вау. Почему вау? Потому что я таких штук не видел, потому что такую штуку за 5000 вряд ли бы я смог где-то еще купить. И даже за 8, наверное, я бы ей радовался. Если она работает, об этом вы опять же узнаете в ролике, можно сказать, что штуковина, чтобы подарить какому-то человеку, у которого все есть, нормальная. И напоминаю, что железо не свежее, но аналогов я пока не видел. Если вы видели что-то подобное в сети, без разницы за какие деньги, вы же знаете, что я даже мертвые Meizu Watch покупал для того, чтобы о них рассказать. И Oppo Watch 2 я купил китайскую версию. Надеюсь, они вышлют мне их все-таки. Я люблю часы, разные часы, электронные. И главное, чтобы задумка была эгегей. В основном, к сожалению, китайцы делают часы под себя. Мы уже получаем какие-то обрубки, так же, как и яблоко. Многие функции в России не работают. Я из России. Это печально. Но для себя то, что они делают, они молодцы. 2 года назад, прикиньте, 2 года модели. И они такую штуку выпустили. 2 года назад
назад они стоили очень дорого. Слишком дорого для того, чтобы я их покупал. Смотрим. Корпус часов изготовлен из легкого алюминиевого сплава нержавеющей стали 316L и керамики биомедицинского качества. На корпусе расположены 4 контакта для зарядки, датчик измерения пульса, одна функциональная кнопка, микрофон и динамик. Сборка качественная, кнопка не люфтит, и функционал ее из коробки заключается в переходе в меню и шаг назад. Нажимается кнопка легко, сильно выпирает из корпуса и неприятного звука при нажатии, что очень даже хорошо, не издает. Но самая главная особенность данного девайса — это дисплей на 4,1 дюйма, изогнутый AMOLED, который имеет разрешение 960 на 192 пикселя, нестандартное такое. По свайпам с главного экрана доступно свайп сверху вниз меню быстрого уведомления, в котором отображается подключение к Wi-Fi, заряд аккумулятора. Также можно активировать режим энергосбережения, активацию экрана по поднятию руки, включить-выключить GPS, что удивительно, кстати, режим не беспокоить, режим без звука, виброрежим и отрегулировать пятиступенчатую яркость. Свайп слева направо открывает меню, в котором расположены вызовы, сообщения, тренировки, активность, сердечный ритм, основные настройки, настройка постоянного активного дисплея, компас, заметки, часы, поиск телефона и музыка. Свайп справа налево также открывает меню. Свайп снизу вверх открывает шторку с уведомлениями, интерфейс не тупит, все работает супер. По яркости дисплей приятный и отрисовка внутри неплохая, но создается впечатление, что некоторые иконки отрисованы с интерфейса Apple, что неудивительно. Уведомления о звонке приходят моментально, притом со всеми девайсами. Микрофон работает неплохо, а вот динамик очень глухой. Поначалу вообще невозможно было понять, есть ли он на самом деле. Но если часы снять с руки и приложить к уху, то вполне можно расслышать что-то. При этом все произносимые слова собеседника сопровождаются, к сожалению, лично в моей комплектации вибрацией. Плюс у меня были проблемы с зарядкой, потому что я так понимаю, что часов было создано много, и аккумуляторы у многих уже погибли. Но это другая история, главное, они завелись. С часов можно набирать номера и совершать вызовы, также отвечать либо сбрасывать. Можно синхронизировать ваши контакты, чтобы было удобно совершать звонки. СМС можно читать полностью с часов, но отвечать на них возможности нет. Это лютый такой фейл, учитывая остальную функциональность. Иконки приложения отображаются, смайлики отображаются. Объемные сообщения можно прочитать полностью, а вот фотографии, к сожалению, посмотреть нельзя, что тоже удивительно, учитывая дисплей. Возможность такая теоретически есть. Уведомления можно исключительно удалять, но приходят уведомления моментально, что, несомненно, очень сильно радует и не всегда встречается. Интерфейс внутри доступен только на 2 языках, английский и китайский. Во время использования интерфейс не лагает и не тормозит. Свое фото на заставку установить можно. Циферблатов на выбор достаточно. Максимальное время отключения экрана 30 секунд. Always on Display нет, но есть интерактивная заставка, которая смотрится довольно неплохо. Но батарею разряжает гораздо быстрее, кстати. Блокировать экран можно комбинацией проведения 2 пальцами по экрану навстречу друг другу, и на удивление это очень удобно. Спортивных режимов здесь только 4 и нет вообще водных, хотя у часов есть защита от пыли и влаги IP54. После моих тестов с водой с ними все хорошо, хотя IP54 не подразумевает, что в них можно плавать так-то. Вода никак не повлияла на их работу в моих тестах, но вы так не делаете. Часы от телефона за все время использования не отваливались, что удивительно, учитывая бренд. И я говорю не про Nubia, я говорю про то, кому она принадлежит, ну вы в курсе. Вибра отличная, но не настраиваемая. Громкость музыки можно регулировать в настройках, наушники к часам подключить можно. Wi-Fi тут однополосный только на 2,4 ГГц, оперативки 1 ГБ, а внутренняя память на 8 ГБ. Магазина встроенного для приложений нет, устанавливать сторонний у меня лично не получилось. А музыку загружать только через приложение. Емкость аккумулятора составляет 425 мАч. За 30-минутную тренировку в виде бега улетает 10% заряда, за ночь улетает 10%. С одной получасовой тренировкой в день и средним использованием в сутки заряда хватит вам на 2 дня. Пульс измеряют всегда круглосуточно, и отключить данную функцию невозможно. Воздух пульс не измерял, и это хорошо. А вот кислород в крови вообще в принципе не предусмотрен, но 2 года назад это и не было особо актуально. GPS хоть и встроенный, но карту тренировок не строит и не отображает ни в часах, ни в приложении. Очень странная штуковина. Сон подсчитывают достаточно точно. Такое ощущение, что, если честно, эти часы сделали, они сделали отличную железку и поняли, что не продают ее, и поэтому забили на ПО. Китайским приложением для часов на территории РФ воспользоваться невозможно, но все же есть доступное на системах iOS и Android Nubia Smart Wear. Оно полностью на английском языке. В приложении доступно после синхронизации 2 вкладки. Это персональный статус и мои настройки. В первой вкладке доступен отчет об активности, сердцебиении и сна. Во второй вкладке находится персонализированная информация, управление устройством, управление уведомлениями, управление синхронизацией, выбор заставки активного экрана, музыкальный менеджмент, панорамные циферблаты. Обновить прошивку можно. Минусы — это маленький набор тренировок, глухой динамик, карты тренировок не строят, нет возможности отвечать на
сообщений, интерфейс полностью на английском, можно заморочиться с китайским приложением, можно его установить, можно долго и упорно под себя его адаптировать, но я не считаю, что подобные устройства покупаются для того, чтобы с ними мучиться. Поэтому отталкиваемся от того, что есть из коробки. Цена на данные часы на данный момент где-то в районе $120. Я лично купил ровно за 5200 рублей, потому что покупаю во время распродаж на Алишке. Кому интересны мои промокоды и то, за какие деньги я покупаю данные девайсы, вас хоть как-то прельщает, добавляйтесь в мой телеграм-канал со скидками, периодически смотрите его, и, возможно, именно ваш девайс или ваша скидка прилетит вовремя, и вы сможете получить, допустим, промик, как был 11.11, 3000 от 8000 рублей. Вот именно так я и купил эти часы за пятерку. Ссылка на телегу в описании к видео. Все, что делаю, скидываю туда. Все, что веселое и интересное, обязательно туда попадает. И на большинство вещей, которые я там постю, разумеется, у меня есть обзоры. И все они критичные. Резюмирую, девайс действительно необычный, но за такую сумму мы имеем набор функций фитнес-браслета за $33, если вы не живете в Китае. Вау-эффект от экрана первые 5 минут после распаковки. Пользоваться им не всегда удобно, так как приходится крутить рукой, чтобы полноценно увидеть все необходимое на экране. Не все приложения продуманы и доработаны, например, заметки. Да, они существуют в часах, но ввести какую-либо информацию прямиком с носимого устройства не представляется возможным. Возможно, такой обрезанный функционал только на территории нашей страны, но мы и говорим о покупке для использования устройств либо в России, либо в странах СНГ. Может быть, кто-то пользуется, кстати, напишите в комментариях, прямо очень интересно. Лично от меня, учитывая, что я купил его за 5000 рублей, это для меня прям мега игрушка, однозначно да. Если вы будете планировать его приобретать не для того, чтобы 5 минут улыбаться, а использовать дольше, то, наверное, все-таки нет. Даже за 8000 можно купить Стратосы вторые на распродаже и еще много всего интересного, что по функционалу будет убивать эту Нубию по полной. С другой стороны, по внешнему виду, конечно, подобного не найти, особенно для каких-нибудь вечеринок а-ля Киберпанк. Но не будем о грустном. В общем, и да, и нет. Вот мой ответ. Не забываем подписываться с колоколом, писать в комментариях, на что бы вы еще хотели увидеть обзор на канале. Скоро будет обзор на китайский планшет OldaCube, и там уже пойдут два планшета еще от Lenovo, которые я не очень рекомендую, и, разумеется, планшет от Realme, который изначально при просмотре спеков со своим Helio G просто приводит в состояние «А зачем я его купил?», но за 12 000 мне не жалко. Подписывайтесь с колоколом. Скорее всего, в декабре будет еще 2 сейла на Али. Я не знаю, что у них там происходит. Наверное, продажи вообще капитально упали, притом один из них будет 29 декабря. Может быть, надеются на то, что мы будем в каком-нибудь пьяном режиме и будем все скупать. Но это лирика. Девайсу еще раз и да, и нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.